Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем на вторую половину месяца апреля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Ожидает стрельцов непосредственно в этот отрезок времени. Я напоминаю вам, что этот расклад общий, что он не персональный. Надеюсь, большинству из вас это видео подойдет и кажется полезным. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я всегда очень рада такой обратной связи с вашей стороны, от вас. Итак, давайте посмотрим, что здесь у вас есть. Первая карта, которая у вас выпадает, это карта восьмерка чаш. Карта, показывающая такого уходящего человека куда-то в сторону Луны. Он повернут к нам спиной. Возможно, вам приходится от чего-то уходить, что-то оставлять позади, и вы испытываете определенную неуверенность, сомнения, делая это. Или есть какая-то тревога, возможно, в этот период времени, ощущение какой-то неизвестности будущего, что ли, потому что вы смотрите на Луну, перед ним Луна. Луна всегда что-то тайное, что-то скрытое, что-то секретное, возможно, что-то, что таит в себе, может быть, опасность, либо просто, знаете, вот это чувство ваше неизвестности, которое здесь у вас присутствует, и вызывает у вас определенную тревогу, может быть, переживание или боязнь о том, что же ждет вас впереди. Но при этом есть понимание, что что-то исчерпало себя, и вам нужно здесь уйти от чего-то, чтобы прийти к чему-то другому, возможно, чему-то лучшему, но вы в этот момент испытываете определенные такие какие-то сомнения, действительно. Возможно, вы вот так вот решили от чего-то отвернуться, от чего-то уйти в поисках чего-то более значимого, чего-то, что будет иметь для вас больше смысл, большую ценность, большую цель. Кстати, следующая колесница. Колесница — это потрясающая карта, потому что она говорит о движении. Она может показывать, правда, какую-то поездку, что может быть очень актуально для кого-то из стрельцов. Многие стрельцы вообще все время в движении находятся, поэтому карта колесница, она как раз здесь очень-очень кстати. Еще в такой компании с восьмеркой чаш она показывает, собственно, вот это ваше движение к цели, движение вперед, благодаря вашей настойчивости, благодаря целеустремленности, может быть, силе воли, которую вы проявляете. У кого-то здесь может быть поездка куда-то, может быть даже командировка какая-то рабочая, а может быть какой-то отпуск или куда-то едете вы. И ощущение всегда есть каких-то форс-мажорных ситуаций. То есть из-за этого вы можете переживать, что что-то может пойти не так, что-то может не совсем так сложиться, как вы спланировали. Но в любом случае карта колесницы, она показывает вот эту вашу силу воли, настойчивость, с которой вы к этой цели движетесь. Конкретный, совершенно целенаправленный какой-то акт действия, которое вы совершаете здесь для того, чтобы приблизиться к своей цели. То есть непрерывное движение, которое вы совершаете к этой вашей точке Б, из которой вы идете, интересно, карта колесница. Карта Иерофант. Кстати, у меня еще мысль пришла, что у кого-то могут быть переживания какие-то по поводу транспорта, особенно если вы куда-то едете. Дальше карта Иерофанта. Иерофант — это все, что говорит о семье, о вопросах семьи, семейных ценностях, браке, может быть, каких-то вопросах, которые могут касаться вашей семьи. Может быть, здесь переживания о родственнике, поездка к нему тоже как вариант. То есть, здесь карта брака, брак, ценности семьи и все, что для вас здесь важно касаемо семьи. Кстати, кто-то может здесь делать шажок вперед такой к тому, чтобы создать семью с кем-то или съехаться с кем-то, тоже колесница движения, съехаться с кем-то. И у вас есть определенные сомнения, как пройдет, стоит ли, не стоит это сейчас делать. То есть какие-то такие могут быть переживания, но в целом вы настроены на то, чтобы сделать правильно, сделать так, как требует от вас, общество или какие-то традиции, поэтому карта Иерофанта здесь у вас и выпадает в такой компании. То есть вы хотите следовать каким-то традиционным правилам или обычаям, которые у вас приняты. И, это может собственно, обозначайте какие-то организации, то есть организации какие-то, что имеется в виду, допустим, какие-то школы, какие-то учреждения, что-то, что, вот знаете, как структура, которая имела место уже давно существовать и быть, и, может быть, кто-то здесь едет
да, куда-то, в какую-то организацию, соответственно, и по карте Иерофант это вот какой-то институт, да, то есть какая-то, там, не знаю, больница, университет, что-то такое вот по Иерофанту, что-то традиционное, что-то давно существующее. И да, здесь может быть какая-то поездка и ваши переживания. С этим связаны тоже как вариант. Если мы не говорим о семье, о браке, такой вариант тоже может быть. Но в любом случае вы понимаете, что если вы что-то здесь делаете, то вы сделаете это правильно. То есть вы идете по правильному пути, так как от вас ожидает общество, как, собственно, да, планировалось. Ну, давайте посмотрим дальше. Карта шестерка Пентаклей. Это карта баланса, отдачи и получения. Возможно, вы чувствуете, что вы отдаете больше, чем получаете. Или наоборот, берете больше, чем вы отдаете. И по этому поводу могут быть у вас какие-то мысли здесь совершенно, да, которые вас здесь могут и беспокоить, соответственно. Вот она, шестерка Пентаклей. Ну, давайте мы посмотрим. Посмотрим, что же здесь будет у вас с следующими картами. Да? Соответственно, первая карта достаточно неплохие, можно так сказать, ничего такого негативного так точно нет. Но двойка жезлов дальше, что тоже неплохо. Может быть, решение какое-то нужно принять, сделать выбор из двух вариантов. Может быть, вы понимаете, что нужно здесь занять какую-то авторитетную позицию или взять свою жизнь под контроль, да, потому что карта императора, карта контроля. Возможно, вы проделали какую-то работу, может быть, вы отдали свое время, свои деньги, свои силы, какие-то свои ресурсы, может быть, свою любовь здесь, да, то есть какие-то эмоции. И здесь вы должны как будто бы взять контроль над ситуацией, то есть направить, может быть, свои ресурсы в другое русло, или вы начинаете принимать решение какое-то о том, что нужно инвестировать свою энергию в другое русло. В любом случае здесь вы стараетесь построить ваше будущее, и вы рассматриваете варианты, как это лучше сделать. Может быть, какие-то финансовые инвестиции хотите сделать, да, касаемо работы, допустим, или планируете что-то связанное с будущим, с вашей семьей, с вашим браком, если в отношениях вы в паре, или если вы планируете с кем-то съехаться, с кем вы в отношениях. Может быть, вы здесь понимаете, что вот император, мужская карта, может быть, это касается вот этого человека, то есть размышления, как вам здесь в этой ситуации поступить, соответственно, да, и двойка жезлов, какое решение принять, то есть какой выбор сделать. То есть вы здесь выбираете, вы здесь пытаетесь принять это решение и выбрать, ну, как минимум из двух вариантов. То есть при этом, да, кто-то может не чувствовать той отдачи, которую хотелось бы, либо понимать, что не вкладывается в достаточной степени, может быть, в какие-то отношения или в какую-то работу здесь. Но в любом случае вам здесь нужно будет принять достаточно такое взвешенное и серьезное решение, понять, как вам лучше действовать, что будет лучше для вас, для вашей долгосрочной, может быть, безопасности, для вашей долгосрочной стабильности в будущем. Ну, давайте посмотрим, что дальше здесь у вас будет. Семерка Пентаклей, карта ожидания, карта принцесса Пентаклей или паж Пентаклей. Здесь много, да, может быть, каких-то земных энергий, то есть касаемо вопросов стабильности, касаемо безопасности, какие-то вещи. В любом случае здесь пентакли выпадают, монеты. Пентакли, монеты. То есть это означает, что вы здесь опять-таки хотите какой-то баланс иметь между отдачей, между получением, между тем, что вам дается, между тем, что вы можете дать в ответ. Вы хотите строить что-то, вы хотите расти, вы вкладываете много для этого усилий. Может быть, здесь речь идет о том, что вы хотите от вложения энергии уже получать какой-то результат, да, или от вложения каких-то денег в бизнес получить результат, какой-то прорыв вперед, какое-то движение вперед, то есть какие-то усилия, которые должны уже дать определенные плоды, дать определенные результаты. Семерка Пентаклей. В любом случае, да, неплохие карты. То есть вы думаете опять-таки о долгосрочной стабильности, о долгосрочной безопасности для вас.
И, ну да, хорошая карта. Семерка Пентаклей в целом о том, что вы здесь можете также еще понимать, оставляя что-то позади. Может быть, что что-то не работало, или во что-то вы вложили много усилий, оно не получило того результата, не дало, который вы ожидали или который хотели. Может быть, вы куда-то уезжаете и понимаете, что по семерке Пентаклей нужно будет подождать, чтобы вернуться, да, какое-то время аж должно пройти, чтобы вернуться там в родные места, к примеру, или куда вы там планируете. То есть ожидание, необходимость быть терпеливыми, спокойными, какими-то вот такими выносливыми здесь, да. Дальше принц Пентаклей и карта туза мечей под колесницей, то есть движение вперед, внезапное озарение, возможно, которое с этим у вас происходит, какая-то лампочка, которая у вас загорается и показывает, как обстоят дела и куда нужно двигаться, соответственно, что нужно сделать. Здесь могут быть запланированные поездки, когда вы планировали что-то, и здесь время начать действовать, или планировали какой-то шажок вперед, рывок вперед там в отношениях или в работе, и здесь такая мощная энергия того, что нужно начинать действовать. Здесь нужно действовать смело, решительно. Здесь, если вы видите цель, если вы к ней шли, нельзя останавливаться. Вы должны очень методично двигаться к этой цели и быть смелыми. Потому что для вас это, да, такая запорука прочного, какого-то стабильного, надежного, соответственно, результата, который вы получите. Несмотря на то, что здесь такая быстрая энергия выпадает с этим рыцарем мечей, ну да, вы берете ситуацию под контроль. И вы здесь делаете то, что от вас ожидают окружающие, соответственно, по иерофанту, скорее всего, и понимаете, что вы действуете правильно, беря инициативу в свои руки, действуя решительно, но при этом планомерно, обдуманно, то есть не совсем так сломя голову, да, то есть вы знаете, что вы делаете, вы это планировали раньше, вы это делаете, потому что это входило в ваши планы, скажем так. Давайте посмотрим дальше. Под карта Иерофант. Карта восьмерка мечей. Могут быть переживания за кого-то из близких родственников, за семью, возможно, потому что здесь есть вот такая вот комбинация у вас. И опять шестерка мечей, как будто вы куда-то уезжаете, переезжаете, или что-то в вашей жизни здесь меняется, то есть какие-то перемены происходят, но они, скорее всего, к лучшему, потому что шестерка мечей — это шанс изменить ситуацию к лучшему. На самом деле, ну да, карта Иерофанта здесь такой традиционной энергии, которая здесь вместе с восьмеркой мечей выпадает, каких-то переживаний, страха. Вы здесь можете волноваться из-за того, что беспокоитесь о ком-то из близких, возможно, или кто-то из ваших близких может здесь оказаться в какой-то неприятной ситуации, где потребуется помощь этому человеку. Может быть, вы должны кому-то здесь помочь, тоже как вариант. Поэтому и шестерка пентаклей здесь у вас выпадала. А здесь эта восьмерка мечей, она, знаете, показывает, что вам нужно освободиться также от ментальных самоограничений, возможно. Может быть, она вам показывает, что вы, если вы с кем-то хотите съехаться, создать семью, кто в отношениях, но еще не в узаконенных, допустим, отношениях, то у вас есть переживание, правильно ли я делаю, правильно ли поступаю, действительно ли не будет ли для меня это каким-то ограничением в будущем, если я сделаю такой шаг, к примеру. То есть есть по этому поводу какие-то переживания, есть какие-то колебания, возможно, и поэтому по двойке жезлов вы рассматриваете варианты, как-то пытаетесь принять решение, как же для вас будет лучше, как вам лучше в данном случае поступить. В любом случае достаточно неплохие карты у вас здесь выпадают. Вам здесь не нужно, чтобы вам помешали взять под контроль, да, свой собственный путь, может быть, свои какие-то цели, какие-то, может быть, ограничения, которые могут возникать в вашей голове, либо даже если возникают какие-то недоброжелатели, противники, да, кто говорит вам, что что-то вы делаете неправильно или не получите достаточно от того, чем вы занимаетесь, то вам нужно, скорее всего, стараться не обращать внимания на такие ситуации, на таких людей. Давайте посмотрим еще карта сила. Между прочим, карта сила, карта уверенности в себе, карта уверенности, да, в своих силах, в своих возможностях. И здесь карта дьявола.
какие-то установки ваши, какие-то шаблоны или шаблонное мышление, с которым вы были ранее. Возможно, вам здесь нужно отказаться от какого-то шаблонного поведения или от каких-то привычек, которые вам больше не нужны, и взять под контроль свою жизнь, возможно, взять под контроль ситуацию, в которой вы находитесь, освободиться от каких-то плохих привычек, может быть, также как вариант или восприятия вещей, которое было у вас раньше, да, потому что эта ситуация больше не идет вам на пользу или не работает так, как вы хотели. И вы должны принять решение, сделать выбор, освободиться от какой-то ограничивающей вас ситуации и двигаться вперед. И по 5 мечей опять-таки не бояться проиграть, не бояться здесь показаться кому-то, может быть, неуверенным или не совсем правильным своими поступками. То есть вы делаете то, что вы считаете нужным, то, что будет вам идти на пользу, и то, что вы считаете здесь совершенно правильным для себя конкретно. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для Стрельца, мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.